Очередная новость, но уже более подробно о том, что люди действительно выживают. Вот я уж в одной новости высказывал с своей стороны, что ну почему занимаются криминалом, и масштаб, и форма, и фон такой, что люди такое ощущение, что выживают. Вы знаете, словно меня словно слышит, попадается тут же новость, так что в данном случае хочется поблагодарить Мэш, хотя иногда ругаю за форму при поднесении новостей. Тем не менее, в данном случае автомеханик из Краснодара продал Мерседес клиента, чтобы достать деньги на операцию больному раком дедушке. Теперь парню грозит до 10 лет тюрьмы. Семья из Краснодарского края пригнала свой Мерседес на предпродажную подготовку. Хотели продать за 2,5 миллиона рублей. Машину обслуживал тот же мастер почти год, поэтому вопросов не было. Но сроки вдруг начали плыть. А когда хозяева приехали проверить, авто уже исчезло. Как выяснилось, работник заложил машину знакомому за лям рублей, тот быстро перепродал ее дальше, по пути предварительно подделав документы. Сам сотрудник на допросе объяснил все просто, деньги нужны были срочно, дед тяжело болен, нужна операция. Ну, не знаю, может и прикрывается этим, а может быть действительно нужна, тут иной раз не поймешь, а самое главное, я с своей стороны, знаете, что напомню. Был случай ограбления банка, может кто-то помнит, не так давно это было, но все-таки какое-то количество лет уже прошло. И там очень сильно прям вирусилась версия, и много на это указывало, то, что человек пришел грабить банк с черного входа, в момент пересменки или что такое, утреннее начало работы, и там деньги как раз то ли завозили, то ли считали. Он ворвался туда, угрожает, и наложилось так, что днем перед этим, то ли он, то ли кто-то другой, пытался взять кредит для того, чтобы спасать, там ребенку нужен был на лечение. Ну, ему не дали, естественно, у нас ведь всегда очень все отзывчиво происходит. И вот на следующий день нападение на этот банк, банковское отделение, я могу что-то путать, но нельзя, поправляйтесь, кто-то помнит лучше, и ему очень легко эти деньги отдают. И он там уходит, и очень сильно в сети вирусилась версия о том, что ему пошли навстречу. То есть он наложился, то ли это второй раз тоже сказал, что вот у него, значит, ему нужно спасать своего родного человека. И люди, это выглядело так, что сотрудники как-то вот особенно сильно не сопротивлялись. И как-то вроде внутренне сочувствовали. Я к чему? Я не про сотрудников, я не про нападавшего. Я про то, что нет у кого-то ощущения, что на поверхности люди больше сочувствуют криминалу не потому, что они такие любители криминала, а потому что они понимают, что там больше шансов спастись, а иногда и больше справедливости. Вот. Нет такого ощущения у вас? Делитесь своими ощущениями и увидимся. Самое главное, берегите себя, дорогие мои, и увидимся в следующих новостях.